Впервые в мире 16 борцов со всей Украины сойдутся в бескомпромиссных поединках по бразильскому джиу-джитсу в ГИ и ноу-ГИ в рамках реалити-шоу «Львы ТМС». Миссия – досрочная победа в каждой схватке. Цель – стать чемпионом проекта. Их наставниками станут черные пояса по бразильскому джиу-джитсу Евгений Скирда и Виктор Горбовский. Это «Львы ТМС», и мы начинаем. Ранее в поединках «Львы ТМС» Виктору Черненко понадобилось дополнительное время, чтобы в упорной борьбе победить Виталия Стасева, а Илья Гасюк победил и доказал Анатолию Разводовскому, что в бразильском джиу-джитсу преимущество в весе не имеет решающего значения. В этом выпуске «Львы ТМС» Сергей Кинель встретится с одним из самых перспективных джитеров Украины Сергеем Красовским, первым, кто в 15 лет получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В другой схватке Богдан Мирошниченко померится своими силами с одним из самых титулованных украинских джитеров Романом Непотой. «Львы ТМС» – украинский прайд. В рамках нашего проекта «Львы ТМС. Путь чемпиона» собралось 16 ребят. Большинство из них с разных регионов Украины, с разных клубов. Многие ранее пересекались, кто-то кого-то не знает, кто-то знает только визуально, до этого были знакомы. Поэтому мы решили, что кроме основной части, это турнир, где по сути каждый сам за себя и остается один победитель. Также ребят создать такой дружный коллектив среди них, так как всегда это бывает в спорте. И вот для таких целей один из вариантов – это командные игры. Вот как сейчас ребята играют в выбивалу. Как видите, то есть они все улыбаются, все смеются очень дружно. Но когда они выйдут на ковер, естественно, улыбка сменится и они будут конкурировать. Но в джиу-джитсу мы конкурируем и мы являемся оппонентами только во время схватки на ковре. Во время соревновательной схватки, даже на тренировке мы всегда остаемся друзьями. Мене звати Кинель Сергій, мені 20 років, я з міста Тернополя. Почав я займатися бразильським джиу-джитсу, коли мені було 15 років. До цього я займався іншим видом спорту, а ще до цього я приймав участь в шкільному КВНі. Ми їздили з командою в інші різні міста, знімалися і тому подібне, але пізніше я став через це товстим, і мені це не подобалось. І мій найкращий друг запропонував піти на секцію по панкратіону. І мені це сподобалось. А потім мій тренер з панкратіону познайомився з тренером, який розвиває бразильське джиу-джитсу в Україні, одним з засновників. І ми вже почали більше вивчати бразильське джиу-джитсу, суть бразильського джиу-джитсу, і мені це сподобалось більше, ніж панкратіон, тому що в бразильському джиу-джитсу тебе не б'ють по лиці, і це приємно. Сергей Кинель, представитель города Тернополь.
Очень техничный парень, фиолетовый пояс. Как и его одноклубники из Тернополя, очень воспитанный парень, скромный, что важно для меня, эти качества спортсмена очень важны. Я видел его на турнирах в Украине несколько лет назад, заметил его, как он выступает, мне очень понравился. Он один из чемпионатов тогда был, я не помню, что это было, по-моему, открытый Киев, когда он взял собственный вес и абсолютку выиграл. Там были ребята намного тяжелее его, и он очень спокойно с ними справился, скажем так. Сильные стороны — это техника, физически неплохо готов, така фізпідготовка неплохая. Я раніше чув про Сергія. Він перший, хто в Україні в 15 років отримав синій пояс. Це було неймовірно. Він молодець. Я, звичайно, слідкував за ним на турнірах через те, що він боровся проти наших хлопців, він показував щось неймовірне на свій вік. Після він почав виступати на турнірах міжнародного класу і забирати перші призові місця, і це було вау через те, що в Україні не було до цього таких сильних юніорів. Ну і я думаю, що це не буде просто, це 100% не буде просто, але я готовий, я чекаю цього, це буде цікаво і як мінімум весело. Меня зовут Сергей Красовский, мне 17 лет. Начал заниматься джиу-джитсу 13 лет. Пошел туда, потому что было у меня проблемы с весом, был такой немного пухлый, можно так сказать. И начал заниматься, и через год где-то я похудел и был, можно сказать, так дрыщом. Потом набрал мышечную массу, подрос, стал физически более здоровым, стал правильно питаться. Я еще хожу в школу, 11 класс, все заканчиваю. Скоро сдавать ЗНО. Первое соревнование международное — это был чемпионат мира в Абу-Даби. Это проводили арабы, Арабская Федерация. Тогда я занял первое место. Для меня это было что-то нереальное. Для меня это было очень круто. Столько эмоций, столько поздравлений, столько поддержки было. Мне это очень сильно понравилось. И это дало толчок идти дальше к большему успеху. Сергей Красовский, он является самым молодым участником нашего проекта, ему 17 лет всего лишь. Буквально в этом году он перешел из юниоров во взрослый дивизион, он пару турниров успел выступить по взрослым, это, конечно, отличается борьба среди взрослых уже. Но, тем не менее, он показывает хороший уровень. Серега очень техничный, он очень опытный. Он принимал участие на соревнованиях по всему миру. Он и в Бразилии боролся, выступал, и в Америке, и во многих странах Европы. То есть, несмотря на свой юный возраст, он достаточно опытный и очень перспективный. У него очень хорошая техника, он очень пластичный. Он весит в районе 76 килограмм, но тем не менее он очень мягкий и двигается так, как будто бы он суперлегковес. Соперник из города Тернополь, и с ним я еще не боролся нигде, ни на соревнованиях, и даже на сборах его не видел нигде. Сегодня у меня будет с ним первая встреча за все время. Соперник достойный, я вижу, что он тоже собранный, и с ним будет тяжело. Ну, надо собраться духом и сделать свое дело. Мене звати Мирошниченко Богдан, я з Тернополя, мені 25 років і я займаюся джиу-джитсу. Вже 6 років я займаюся джиу-джитсу, весь цей час я стараюся розвиватися саме в бразильському джиу-джитсу і паралельно постійно займаюся діяльністю тренера. Саме головний досвід – це робота над помилками. Тобто неважливо, чи ти виграв на татамі, чи ти програв на татамі, ти постійно маєш дивитися, аналізувати свою боротьбу і для того, щоб, повернувшись назад в свій зал, ти знав, над чим тобі потрібно далі працювати. Меня зовут Роман Непота, мне 24 года, я с города Крапивницкий, бывший Кировоград. Я занимаюсь бразильским джиу-джитсу уже 7,5 лет. Параллельно с этим я тренирую детей возрастом 4-6 и 7-9 лет. Джиу-джитсу меня 100% поменяло, и я даже могу так отметить, что не джиу-джитсу меня поменяло, в частности, а и люди, которые есть в этом спорте, в этом коллективе, тренер, команда.
все, кто поддерживает это, все этому способствует. Но я благодарен и рад, что в жизни произошло именно так, как есть. Что я попал именно в этот клуб, к этому тренеру, в эту команду, и что я до сих пор здесь нахожусь и занимаюсь. Как и любого соревнования, я расцениваю этот турнир как соревнование, это так и есть, это победа. То есть я пришел сюда за победой. Всем привет! Что, не ждали увидеть здесь меня? А зря, ведь всем давно известно, что где джиу-джитсу, там моя бородатая рожа. Меня зовут Янис, и сегодня я буду вашим комментатором. Погнали! Сергей Киналь, город Тернополь, а также Сергей Красовский, город Крапивницкий. Пожелаем бойцам удачи и пускай победит сильнейший. Вундеркинд из Крапивницкого, чемпион мира и Европы, возможно, один из самых опасных школьников Евразии. Сергей Красовский против Сергея Киналя, многократного чемпиона Украины, а также чемпиона Европы по версии AGP. Оба начинают с низких стоек и применяют главный прием джиу-джитсу, конечно же. Кстати, Красовский подползает сейчас тазом вперед, может быть, будет заруба на ногах. Но нет, вроде как Сергей укладывает своего оппонента Сергея на спину, сейчас будет проходить гард, ну и зарабатывать несуществующие баллы. Напомню, у нас submission only, разумеется, и мы не считаем никакие баллы. Победа возможна только с помощью болевого либо удушающего приема. Активно достаточно проходит гард, но не менее активно Сергей Киналь защищается. Вот сейчас андерхук раскатывает оппонента Красовский. Нет, не получилось у него пройти гард. Киналь отталкивает своего оппонента. Все еще Красовский угрожает проходом гарда. Вполне возможно, что у него это получится. Выглядит как-то немного побыстрее. Вот сейчас скручивается в черепаху Сергей Киналь. И, возможно, будет забирать спину Красовский. Один крюк буквально его отделяет от прохода. Этот крюк он проходит. Но Киналь сворачивается еще дальше. Неплохая гибкость и координация, кстати, у парня. А вот так вот Красовский может себя продавить в маунт. Достаточно опасная ситуация для нижнего. Вполне сейчас можно просто получить маунт. Но Киналь пускать в маунт тезку, конечно же, не хочет. Он будет выкручиваться, но вот так крутясь он может отдать и спину. Опять же, опасная ситуация для Сергея Киналя. Красовский сейчас возьмет ситбелт и будет, видимо, заправлять крюки. Да, опасная ситуация. Вполне может сейчас отдать бэкмаунт Сергей Киналь. Но в нашем турнире баллы за это не считается. Да, вот пытается просунуть свой крюк Сергей Красовский. Киналь обороняется, держит ногу у Красовского. Неплохо скоординирован и неплохо защищается Сергей Киналь. В общем, Красовский баллов не получит, но даже в таком вот танцевальном па буквально укладывает оппонента на пол. Судья останавливает схватку. Сейчас схватка будет перенесена в центр ковра. Но что, за 1,5 минуты так пройти гард Сергея Киналя Красовскому и не получилось. Что будет дальше? Ашигарами такой берет на правой ноге оппонента Сергей Киналь, что неужели будет атаковать ноги? Но Красовский достаточно уверенно ноги счищает. Все-таки он будет проходить гард Киналя, а не Киналь будет его атаковать. Хотя, почему бы и нет, вот даже такой свипчик оформляет Киналь. Сейчас он будет пытаться занять маунт, может быть, будет пытаться забрать спину, но в любом случае сейчас он уже проходит гард Красовского. Или не будет проходить, а будет атаковать ноги. Но пока что атакует ногу, мне кажется, Сергей Красовский, да. Да, вот он заблокировал правое бедро. Что сейчас будет? Это вполне может быть атака ущемлением ахилла, это может быть атака скручиванием стопы. Также разрешены рычаги колена. Ну, нет, атака не получается. И снова Сергей Красовский, видимо, будет проходить гард Сергея Киналя. Вообще помощнее выглядит Сергей Красовский, мне кажется. Что будет делать Киналь? Вполне возможно, что он таки будет в этом поединке атаковать ноги. Хотя и не сказать пока, что у него были какие-то успехи в этом направлении. Красовский действует уверенно, работает сверху, проходит гард, виден его большой соревновательный опыт. Кстати, несмотря на то, что Сергею Красовскому всего 17 лет, он уже имеет достаточно большой опыт выступления на турнирах совершенно разного уровня, в том числе и самого высокого. Достаточно вязкая у нас борьба. Красовский же достаточно подвижен и по своей, видимо, привычке борьбы на баллы сейчас работает именно так, в стиле набирания очков, пытается проходить гард. И, кстати, сейчас это ему практически удается. Он в очередной раз раскатывает Сергея Киналя. Киналь имеет достаточно ограниченные возможности для движений. Но нет. В общем-то у нас продолжается борьба. Сергей Красовский опять атакует ноги. Вообще в формате ноги достаточно часто можно встретить болевые на ноги. И вот здесь мы, видимо, тоже станем свидетелями большого количества дуэлей. Тайхолд пытается сделать Сергей Красовский. Не получается у него притворить эти планы в жизнь. Сейчас он как бы зажимает стопу оппонента под мышкой, вроде как угрожает ахиллом.
Судьи перетаскивают борцов в центр ковра, и схватка продолжится именно с этой позиции. Итак, правая нога, насколько я понимаю, сейчас у Кинеля заблокирована, и Красовский будет ее атаковать. Нет, заблокирована левая нога Кинеля, атакует Красовский правую ногу Кинеля. Но вот сейчас он переходит на левую. Будет вытягивать ее на рычаг колена. Кинель достает свое колено из-под Красовского. Теперь уже Красовский снизу. Что будет делать Кинель? Будет ли он как-то проводить свою атаку? Будет, но недолго. Красовский подкручивается, роняет Кинеля. И все-таки я думаю, что в этом поединке нас ждет размен на ногах. Ножная дуэль. Это то, что мы ожидаем от схваток Submission Only в ноуги, безусловно. Красовский резкими движениями обходит гард соперника. Но Кинеля, надо сказать, весь сегодняшний матч неплохо этот самый гард держит. Еще ни разу Красовский гард не прошел. Хотя выглядит как-то и помощнее, и побыстрее. Пытается прихватить сейчас на ахилл. Нет, в инверт уходит Сергей Кинель. Подкручивается, может быть, будет делать берембол. И отдает ногу. Посмотрите, сейчас Сергей Красовский заблокировал бедро. Тянет. Это, возможно, будет победа. Тянет ногу Красовский. Да, сдача. И наш мощный, опытный школьник одерживает победу над парнем с самой инстаграбельной прической. Что ж, этих спортсменов сегодня еще ждет реванш в ГИ. Білого. Сутичка була доволі складною. Сергій є насправді дуже сильним джиу-джитсером і в нього хороший геймплан. Цього разу я його не переграв, але сподіваюся, наступного разу я буду першим. Вибач. І він був спритніший, справді. З ногою, надіюсь, все добре. Можливо, травма, можливо, ні. Поединок был тяжелый, соперник был очень хороший, хорошего уровня. Мне очень понравилось. Хорошая схватка. Спасибо ему. Идем дальше. Друзья, следующая схватка вечера в формате ноуги. Богдан Мирошниченко, город Тернополь. Роман Непота, город Крапивницкий. Удачи бойцам, пускай победит сильнейший. Борцы на середину. Пожали руки. Роман Непота, чемпион Европы 2018 года по версии BJJF. Коричневый пояс и один из главных фаворитов всего турнира. Против Богдана Мирошниченко, пурпурного пояса и чемпиона Украины по джиу-джитсу. Непота начинает с пула гарда. Видимо, работать он собирается снизу. Нет, они обратно встают в стойку. Но вообще вангую работу в стойке будет сегодня не так много, ведь это турнир Submission Only. Роман Непота заправляет гильотину, очень быструю, падает. И сейчас будет душить своего оппонента. Хорошая плотная гильотина, накинутая буквально за секунду. Отличный контроль ногами. Богдан защищается. Будет ли Непота додавливать? Вроде бы есть хороший захват, но Богдан сдаваться не собирается. Да, распускает свою гильотину Непота, но отпускать оппонента он не планирует. Берет рабергард, ломает осанку Богдана. Ну а Богдан просто делает становую тягу. Что ж, снова Непота пытается атаковать гильотиной. Богдан этого сделать не дает. Непота затягивает в закрытый гард. И я думаю, безусловно, это будут атаки сейчас из закрытого гарда. Никаких свипов, только submission only. Что будет? Треугольник, рычаг, может быть выход за спину. Вот сейчас армдрагом пытается продернуть руку Роман, выйти за спину. Нет, Богдан этого сделать не дает. Повыше захлапывает свои ноги Роман Непота. Наверняка готовит какую-то атаку. Берет Богдана за шею, да, подламывает его осанку, не дает ему особо выпрямляться. Идет за ним, опять ломает осанку. Сейчас опять будет брать рабергард. В общем, сейчас, как бы это ни казалось странным, огромное давление на своего оппонента оказывает именно нижний Роман Непота. Смотрим, что будет дальше. Вот сейчас прихватывает левую руку оппонента Роман Непота. Да, и он будет накидывать треугольник именно через эту сторону. Снова делает становую тягу Богдан. Но у Непота уже есть практически закрытый треугольник. Слэмить здесь нельзя, поэтому аккуратно опускает Богдан своего оппонента. Опасная ситуация, мне кажется, что очень близка победа Романа. Сдается Богдан Мирошниченко, притом непонятно, что там было, треугольник или болевой прием на руку. Но это быстрая и уверенная победа Романа Непота. Что ж, и за их реваншем в ГИ мы тоже будем наблюдать, конечно же. Победа Белого. Пожалуйста. Я себе почуваю добре. Сутичка пройшла, звичайно, що не так, як я планував. Віддав ініціативу супернику, але це його заслуга, моя провина, з чим я його і вітаю. Внесу певні корективи в роботу, постараюсь більше нав'язати боротьбу і
трошки вищий темп візьме на початку. Только что, когда мы боролись, я сразу забрал гильотину. Почувствовал, что нет угла, я не стал продолжать, отпустил ее, забрал позицию закрытый гард, соперник начал защищаться. Я почувствовал, что он очень физически мощный, то есть тратить силы мне было незачем. Я набросил ему треугольник, удушающий прием треугольник и доработал болевым на руку, называется телефон. В следующем поединке в ГИ у меня есть тактика, но это секрет. Итак, друзья, следующий поединок нашего вечера состоится в формате ГИ. Вновь встретится Сергей Киналь из города Тернополь, а также Сергей Красовского из города Крапивницкий. Формат ГИ – это уже немножко другая борьба, будет посмотреть разницу, интересно. Так что борцам удачи и пускай, как и всегда, победит сильнейший. Итак, у нас реванш топового юниора Сергея Красовского против неоднократного чемпиона Украины. Теперь они будут бороться в ГИ. Два тезки Сергея встречаются в своем втором на сегодня поединке. Оба пурпурные пояса. Чтобы различать двух Сергеев, мы с вами уже запомнили так. Красовский это тот, который школьник, который работает сверху. А Сергей Киналь это парень с самой инстаграбельной прической. Окей, погнали. Схватка в ГИ начинается примерно так же, как начиналась схватка в ноу-ГИ. Красовский работает сверху, пытается проходить гард. Киналь закручивается, то ли выходя на ноги, то ли пытаясь как-то свипануть своего оппонента. Да, сейчас конкретно прямо тащит ногу и пытается выйти на рычаг колена. Не является ли это ошибкой для Киналя? Посмотрите, Сергей Красовский достаточно физически мощен, но он просто давит соперника сверху. Сейчас Красовский находится наверху, у него практически есть позиция лэг-дрэга, то есть нога Киналя практически прижата к полу, и таким образом Красовский может сейчас пройти гард. Да, он очень качественно и плотно раскатывает оппонента по ковру. Сейчас у него есть захват на плече, которым он давит Сергея Киналя вниз. И такой же захват на поясе, который служит для этого же. Максимально обездвижить Сергея Киналя. Да, ноги Киналя уже практически отключены. Буквально один крюк, который рукой держит. Посмотрите, рукой держит Киналь. Сейчас ногу Красовского не дает тому пройти. Красовский пытается снять этот захват. Да, у него это получается. Он выходит за спину, что у нас опять же было в поединке в ГИ. Киналь защищается в черепахе. И Красовский опять сейчас будет заправлять свои крюки. Плохо закрепился. Все-таки Киналь его скидывает. Теперь Киналь оказывается сверху. Неплохой свип. Теперь Сергей Киналь будет проходить гард. Или, возможно, атаковать ноги. Посмотрим. Спайдер-гард берет Красовский, растягивает оппонента, очень мощно работает. Да, видно, как тяжело Киналю наверху, как ему трудно удерживать равновесие. И опять мне кажется, что Сергей Красовский просто физически мощнее. Посмотрите на его захваты, он просто как чемодан за ручки дергает своего соперника. Что ж, посмотрим, к чему приведет эта возня, но скорее всего да, все вот к тому же, что мы наблюдали. Красовский выходит наверх, и сейчас он будет либо давить, либо проходить гард Сергея Киналя. Ну и опять же, не стоит забывать, что это submission only. И, кстати, не так часто мы наблюдаем submission only в формате ГИ. Достаточно уникальное зрелище в своем роде. И Красовский снова проходит гард. Хотя, возможно, ему этого делать не стоит. Победить так, как он это сделал в первой схватке, он ведь может, не проходя гард. Ну ладно, завязает в халфгарде у Киналя. Киналь защищается, а Красовский снова раскатывает соперника. И сейчас он будет освобождать свое колено. Будет халфгард этот проходить. Очень большое давление плечом сейчас оказывает Красовский на голову Киналя, но тот находит в себе силы как-то встать, выползти из-под Красовского, ну, правда, ненадолго. Вновь счищает ноги. Сергей Красовский идет за спину, берет захват. Нет, не получается, разворачивается Сергей Киналь, все-таки не дает забрать спину. И снова у нас халфгард. Раскатанный Сергей Киналь пытается защищаться и не пропустить последнюю ногу Красовского. У него это достаточно удачно получается снова, как и в первом поединке. Сергей Киналь еще ни разу не дал себя пройти. Вновь залезает под Красовского. Отсюда он будет сейчас пытаться взять баттерфляй гард. Да, он это и пытается сделать. Красовский сделать это не дает. Снова будет проходить. Снова будет продергивать ноги. И судья переносит встречу в центр ковра. Итак, Красовский сверху. Красовский атакует. Но не будем забывать, что это грэпплинг. И атаковать здесь может как верхний, так и нижний. Активно проходит гард Сергей Красовский. Но в итоге решает гард спулить. Почему бы и нет. Баллы за это соперник не получит.
Но очень уверенно завязывает Красовский, берет лассо гард, спайдер, очень жестко контролирует, подбрасывает буквально Сергея Кинеля. Что интересно будет делать Красовский? Будет переворачивать, будет свиповать или все-таки сразу пойдет на прием? Видимо, опыт его диктует ему то, что нужно сначала сделать свип. Делахива гарда подкручивается, хочет сделать беримбол, пытается взять захват на поясе, и сейчас он его возьмет. Нет, беримбола не получается, но, по крайней мере, у нас получается свип. Снова наверху оказывается Сергей Красовский. С опасностью даже забрать сейчас спину. Неплохая у него позиция. Если сможет взять какой-то захват на корпусе, то вполне может быть проход. Снова борцы оказываются в халфгарде. Ни одного прохода гарда сегодня мы еще не наблюдали с вами. Вот такой вот занимательный, нестандартный грэпплинг. Что ж, Сергей Красовский снова сверху, Кинель защищается, очень уверенно держит халфгард Сергей Кинель. Пройти его сегодня как будто бы не представляется возможным. Что будет делать Красовский? Мне кажется, что нужно атаковать. Не стоит так заострять внимание на проходе гарда. Тем более, что те варианты защиты, которые использует Кинель, они вполне себе удобны для того, чтобы атаковать его ноги. Да, собственно, что сейчас и делает Сергей Красовский. Он выходит на тай-холд, берет ногу, ну и как, получится ли у него это сделать? Да, плотный достаточно захват, тай-холд хороший, сейчас может постучать Сергей Кинель. Переходит на рычаг колена и победа! Победа! Вторая победа рычагом колена для Сергея Красовского, притом он скомбинировал его со скручиванием стопы, что просто великолепно. Победу одержав Білий. В першу чергу, як я вже і говорив, я приїхав сюди, щоб отримати досвід. І досвід це в першу чергу, це найголовніше, що я хотів звідси з цього турніру дістати. І я хотів поборотися також з Сергієм Вгі, через те, що я більше часу в джиу-джитсу приділяю іменно Гі, перевірити свої навички, але, на жаль, цього разу Сергій був краще. І це було класно. Не дивлячись на мою травму, я все одно хотів вийти на боротьбу, на цю сутичку через те, що я давним-давно хотів поборотися з Сергієм в кімоно, і це був мій шанс, і я не хотів його втратити і провести з ним сутичку. Ну, цього разу він знову ж таки був кращий, але наступного разу я впевнений, що перемога буде за мною. Очень устал, руки забились, все забилось. Тяжелая была схватка. Тактики особо не было, потому что борьба может быть разная, соперник разный, по-разному может пойти борьба, поэтому должен быть всегда готов ко всему. Сегодня выиграл 2 схватки в кимоно, без кимоно, рычаг колена сделал. Сегодня все схватки выиграл, идем дальше. Ну что, друзья, мы подошли к заключительной встрече сегодняшнего вечера. Вновь, только уже в формате ГИ, встретится Богдан Мирошниченко из Тернополя. А также Роман Непота из города Крапивницкий. Удачи борцам, пускай победит сильнее. И последняя схватка в сегодняшней серии. Роман Непота против Богдана Мирошниченко. Напомню, в ноу-ги Непота показал крайне высокий скилл работы из закрытого гарда и уже на 2-й минуте поединка набросил треугольник своему оппоненту, ну и собственно таким способом победил. Что же будет в ги? Снова Непота пулит гард, и снова у него очень плотный, вязкий гард, снова он будет снизу оказывать давление на своего оппонента. Достаточно жесткие захваты, притягивает к себе, не дает оторваться Роман Непота, и вот он заправляет омоплату, прямо снизу из гарда наверх заправляет омоплату, закрывает замок, выходит наверх, да, у него это получается. Конечно же, Мирошниченко будет защищаться, он будет кувыркаться, он не будет давать сейчас вывернуть свое плечо, но позиция для Непоты отличная. Это и потенциальный прием, то есть узел плеча, это и хороший контроль. Вот сейчас, кстати, выходит на такую позицию Роман Непота, из которой можно сделать иманари чоук, то есть он свой захват омоплаты использует для того, чтобы контролировать Богдана. И тянется он сейчас руками к шее для того, чтобы провести удушающий из такой позиции. Да, его можно сделать, этот удушающий, называется он иманари чоук. Блокирует вторую руку Роман Непота. Сейчас очень плохая позиция для Богдана Мирошниченко. Я думаю, что по внешнему виду этой позиции можно догадываться, что позиция плохая. Безусловно, даже если вы не разбираетесь в грэпплинге. Одна рука Богдана заблокирована ногами Романа. Вторая рука Богдана заблокирована левой рукой Романа. И сейчас он будет явно-таки делать
какой-то прием, я пока не знаю какой. Омоплата сама по себе вроде бы не идет, Мирошниченко не стучит. Судья останавливает, спрашивает, сдается ли Богдан. Нет. Роман Непота дожимает руку, и таки Мирошниченко сдается. Это победа. Чистая победа болевым приемом. Роман Непота то ли усилил давление на руку, которая была в омоплате, и таки сделал узел плеча, либо просто сделал болевой на кисть. Отлично, технично. Крутая победа Романа Непота. И он явно таки своим выступлением подтверждает свой статус фаворита турніра. Сталося, в принципі, досвід партнера. Видно, що дуже хороша велика плотність, агресивна боротьба на дострокову перемогу. Тобто він одразу з перших секунд шукав можливість завершити сутичку достроково. І відповідно йому це вдалося. Я в свою чергу намагався більш працювати від захисту, але його атака на дуже високому рівні. В данном поединке я сразу забрал гард, сел вниз и набросил омоплату. И с омоплаты сделал болевой на кисть. Это моя как одна из коронных техник. То есть вот это был такой секрет. Сегодня была действительно классная борьба, очень динамичная, интересная, была интрига. Но в спорте так бывает, один побеждает, другой проигрывает. К сожалению, парни, вы выходите с дальнейшей борьбы за призы в нашем турнире. Спасибо вам за борьбу. Закончился очередной день. Сегодня у нас состоится жеребьевка следующих 2 этапов. Валентин. В очередной схватке нашего турнира сойдутся Петр Татывасян, город Запорожье, Ярослав Блажко, город Крапивницкий. За ними на ковер выйдут Сергей Коркач, город Крапивницкий, Андрей Щук, город Житомир. Вторая подгруппа, ребят. Итак, в следующей встрече нашего турнира сойдутся Константин Шутко, город Крапивницкий, Сергей Федоров, также город Крапивницкий. За ними на ковер выйдут Влад Ярощук, город Харьков, а также Сергей Москаленко, город Кривой Рог. Закончилась очередная жеребьевка. До следующих побед. Расскажи, ты уже отборолся на проекте, в ГИ на УГИ выступил. Какие ощущения? Соперник у тебя титулованный попался. То есть ты рад был, что сразу на такого соперника попал, или хотелось все-таки с кем-то, может, попроще? Да, чесно кажучи, от Серега не дасть соврати, ми от сиділи на перший день, як я побачив свою підгрупу, сидимо на балконі, кажу, Серег, я хочу з Ромою попробувати поборотись. Я бачу, що це, напевно, що найскладніший суперник для мене на цьому проєкті, я хочу випробувати свої сили.
Ну і, скажімо так, випробував. Треба було, звісно, трошки. Ну, в мене я по-своєму бачив початок боротьби, були певні нюанси, я хотів правильно почати, але Рома дуже гарно, агресивно почав боротьбу. Я просто не зміг, скажімо так, почати повноцінно викладатися так, як би я хотів це зробити. Це ж submission only, закритий гард. Для нижнього це дуже хороша позиція. І ну, якраз в той момент я зловив себе на тій думці. От. Ну і загалом, скажімо так, да, суперник тут титулований, Роман, хороший борець, мені його боротьба дуже сильно імпонує, то як він бореться на татамі. І ну, я радий, що мені вийшло з ним поборотися. Я планував і хотілося, звичайно, щоб більше поборотись, щоб це, скажімо так, довше тривало і для себе більше досвіду, ну, скажімо так, більше себе випробувати. Ну, але сталося так, як сталося. Це, знову ж таки, в першу чергу досвід для мене. Я сподіваюся, що життя наше з ним зведе, і я зможу. 100%. То есть сейчас, что есть возможность, да, уже не выезжая куда-то за границу, поработать с оппонентом такого уровня, который уже имеет этот опыт накатанный. Серега, как у тебя прошел схватка? Це справді було дуже класно, мені сподобалось все. Сергій справді, ну він сильний борець, тут немає що сказати, я за ним слідкую доволі давно. В першу чергу це з того моменту, коли він став першим 15-річним синім поясом, це було сильно. Після того він почав виступати на міжнародних турнірах і це почало давати своє. Звичайно, він є більш, скажімо так, у нього більше досвіду змагань за кордоном, і це класно. Я хотів зустрітися з ним давно, і нарешті це сталося. Ми зустрілися. Сутичка була, ну не скажу, що проста, там можна подивитися просто відео, хто хоче. Начали так сміло, з пула. Ну так, от це якраз і, напевно, заслуга, скажімо так, IBJJF правил і AGP правил, тому що все починалося з партеру. І як би це не було, це submission only, нам в стойці не варто зарубуватись, тому що задача просто зламати один одного. І в стойці ми один одного не зламаємо, і зразу перейшли в партер. Сергій нав'язував доволі хорошу боротьбу. Я єдине, що встигав, це захищатися. І робив ставку на те, що я буду захищатися, і пізніше якось взірвусь. Але тут болеві на ноги. У тебя было пару моментов, когда ты выходил наверх, когда ты проходил. Да. Вот, але все равно тоже хорошо дуже грамотно він захищався, звичайно. І знову ж таки цей формат, де можна больові на ноги, оскільки я являюсь пурпурним поясом, єдиний больовий на ноги, який мені можна, це хіл. А тут і той холд, звичайно, той холд. А тут можна ще і коліна. Ну, я очікував його, але сподівався, що я зможу вийти. Но Сергій грамотно прокрутився, і в цей момент я... Как ты считаешь, может быть, сейчас уже потихоньку нарабатывать колени, рыбьи хвосты? Думаю, потому что звичайно. не за горами Так, все-таки уже так. коричневые пояса. Я, звичайно, по поверненню вже в Тернопіль ми будемо працювати і над цим, і вдосконалювати свою гру і вже з ногами. Ну, схватка была очень интересная, и видно, что вы боролись так. Джиу-джитсу такое вообще. На уровне. Не было такого, что кто-то был выше, кто-то был ниже, именно вы рубились. Да, была такая догоняли друг друга. Поймал вот колено. Как, кстати, у тебя сейчас колено? Как Ну, зараз, оскільки я сижу так, думаю, воно набагато краще, звичайно. Ну, значит, ничего такого серьезного, просто такое воспаление получилось. Все равно надо учитывать, да, что все-таки это submission only, все равно это болевые, все равно это травмы могут быть. Да, звичайно, без цього как ніяк. В любой борьбе. Ну, действительно, уже на уровне пурпурного пояса в любом случае тебе это нужно, потому что адаптироваться, чтобы это не было потом сюрпризом, когда ты придешь коричневый. Да. Ні, насправді все класно. Організація, турнір, це вперше. Раніше, знову ж таки, тільки по інтернеті можна було дивитися на submission only, як це все відбувається, а тут попробувати самому, ну, це хороший досвід. Как тебе вот камеры, как для тебя этот опыт, вот это что интервью нужно постоянно? Ну, насправді це доволі весело. Чому б і ні? Поговорити це завжди приємно, і тим більше з людьми, які розділяють ті самі інтереси, що і ти, і в такому колективі. Ну це класно. И такая практика, я добавлю, что она очень важна. Потому что я на тренировках говорил о том, что ты можешь быть топовым спортсменом, всех выигрывать, но если ты не умеешь работать на камеру, то как только ты заканчиваешь карьеру, да, или даже ты выходишь в топ, тебя там может мало кто знать. Потому что очень важно, но все-таки спорт это всегда есть элемент шоу, как в любом виде спорта, и
И здесь очень важно уметь показать себя на камеру, сфотографироваться в нужный момент, да, послать какой-то смайлик. Поэтому я считаю, что для спортсменов это, мне кажется, в первую очередь даже не сколько опыт борьбы, потому что опыт борьбы мы можем получить на других турнирах, но вот сколько вот этот опыт, чтобы не стесняться, работать на камеру, не переживать. И это может также сказаться и на психологическом состоянии в будущем, например, когда мы там приезжаем на чемпионат мира в Абу-Даби, да, вот вы были, да, везде там эти камеры, и это сначала вводит, ну, человек приезжает, допустим, особенно если он там с маленького города, откуда-то он заходит, эти камеры, конечно, его это парализует и мешает ему бороться. После вот того, что здесь вы боретесь, там десятки камер на вас смотрят, я думаю, что это психологически теперь, ну, на турнирах, то есть вас это не будет отвлекать, и вот этот опыт тоже. Молодцы, ребята, классно отборолись. Спасибо, что согласились принять участие. Спасибо вам. Работаем дальше. У вас. Ну что, ребят, сегодня отборолись, хорошие схватки. Серега, расскажи, как твои ощущения? Ты первый раз на таком формате? Формат борьбы мне очень нравится, очень зрелищный, когда схватка заканчивается только по болевым приемам. И также очень динамично, очень круто, организация очень классная, куча камер, очень интересно, очень познавательно, очень круто. Я так со стороны смотрел схватки, видел, что в какой-то момент, вот первую половину где-то на встрече ты работал, наверное, не совсем адаптировался, что это submission only, потому что там были моменты, даже как бы не сложно на submission, больше все равно такая баловая у тебя борьба. Даже был момент, когда ты был угрозу того, что тебе могут взять спину, ты защищал проход гард, чтобы тебе не прошли гард, и в какой-то момент развернулся спиной. То есть, ну, так ли это, и были ли действительно такие проблемы, и было ли у тебя как-то осознание в схватке, что понимал, блин, это же submission, надо типа на submission работать? Да, была такая проблема в начале схватки, особенно первая борьба без кимоно. До этого просто боролся постоянно, более обращал внимание на баллы, потому что везде была борьба во всех соревнованиях, там и баллы считались, поэтому я не успел еще адаптироваться. Первая схватка была тяжеловата, вторая схватка уже более-менее, не обращал на это внимания, на баллы, на свипы. Баллов нету, поэтому больше сконцентрировался на болевых приемах. Роман, сегодня вообще была очень зрелищная борьба. Ты в течение там нескольких минут, что в первой, что во второй схватке справился. Вначале, конечно, запрыгнул в гарду, немного в ней пересидел. Смотрю, уже судьи пересидел, да, не, просто судьи действительно уже реагировали на то, что тебе надо было, ну, двигаться дальше, ну, и ты справился с этим, правильно? Как тебе вообще формат такого? Мне очень понравился такой формат, что нету оценок, нету баллов. В зале, когда мы боремся, я больше стараюсь держать каждую схватку досрочно, работать на сабмишины, поэтому такой формат мне по душе. Ну там вот по этой встрече, мне кажется, что там больше не Рома, больше оппонент как бы был в пассивной борьбе сверху, да, он так блокировал атаки. Да, когда я взял гильотину со стойки, запрыгнул, почувствовал, что захват хороший, но он сильно сопротивлялся, я не хотел тратить много сил. Потом отпустил, взял закрытый гард, он держал очень крепко. Такой физически крепкий был парень. Я попробовал одну технику, он снял захват вторую, потом вижу, что он опустил руку, опустил плечо, я сразу накинул треугольник. Он меня поднял, я взял захват за ногу, держал, смотрел на его реакцию. Он меня опустил вниз и опять опустил локоть. Я запустил руку с-под низу и сделал телефон. То есть я, ну, вернее, стараюсь прийти к тому, чтобы не идти сейчас физо на физо. Потому что, как показывает опыт, физо на физо побеждает кто. Я просто находился в другом краю, ну, ковра, и вы работали с той стороны. Мне казалось, что ты держал в гарде. Поэтому мне казалось, что у тебя было пассивное ведение, потому что если Евгений был с той стороны, он видел твою активность, я видел, что работает парень сверху, поэтому, ну, хорошо, что есть три. Я так не сказал, то есть я пытался, я держал гард себе, то есть оценки нет, смысла рисковать, открывать, пытаться его перевернуть. Я искал, попробовал одну сторону, вторую, третью, но он Этот формат ты уже понимал, что это сабмишн, тебе не надо гнаться за баллами. Я вообще не думал про балл. Обычно даже, когда вторая схватка была, я набрасываю омоплату, я стараюсь перевернуть его, подняться наверх сразу, чтобы получить 2 балла за свип. Здесь я даже не пытался выйти наверх, там, или поменять позицию, зачем. Я оттуда сделал сабмишн. Какой тебе формат больше понравился, УГИ или ноуги вот сегодня? Одинаково, хороший что-то. Да? Тебе идет и там, да?
Да, я тоже заметил, что не было у него проблем с этим. Ну, ощущал, что он очень крепко держит. Я понимал, что плату будет делать очень тяжело, и я забирал захват за отворот под шеей, чтобы перейти за спину. Но он перехватил второй рукой и вот так поднял локоть. Я просто взял вторую руку, заблокировал его хорошо, и там уже искал финиш. Ну, больше помогло тебе Да, уже опыт борьбы, да? Я который ты взял проводишь плату, уже? почувствовал, что он будет очень тяжело сделать, но он очень крепко держал. То есть зачем мне тратить силы, чтобы положить его на бок, он сопротивлялся очень сильно. Я бы забрал бы спину, задушил бы отворотом, либо с самоплаты задушил бы отворотом. Но больше пришла кисть, я держал за руку, забрал ногами руку, руками контролировал вторую руку, вижу, что кисть просто болталась. Грех не воспользоваться ситуацией, да? Для такого формата вот закрытый гард, да, подходит это положение, потому что здесь ты можешь работать, ничем не рискуя. Да, если, ноги тебе не да, оторвутся. если без кимоно, то я думаю, закрытый гард – это лучшая позиция. Илья, ты уже прошел следующий круг. Сегодня ты наблюдал за схватками. Интересно, какие у тебя были ощущения? Может, болел за кого-то? Ну, скорее всего, болел, потому что были ребята с твоего города, с твоей команды. Как вот со стороны уже человека, который прошел, и ты понимаешь, что тот, кто победит, тебя, скорее всего, ждет с ним встреча. Какие вот эмоции? Может быть, ти изучав, там щось посматривав? Да, сьогодні всі показали надзвичайний рівень техніки, плотності і взагалі дуже хорошої роботи, як знизу, так і зверху. Був у захваті, коли передивлявся їхні сутички, дуже сподобалося. А на кого я попаду, то вже доля вирішить. Головне – боротись. 100%. То на кого не попадешь, ломать и проходить вперед, да? Хорошо, ребят, молодцы. Сегодня отлично отборолись. Ты также молодец. Вчера хорошо отборолся. О. На жаль, хлопці вибули, але я їх підтримував весь цей час. І ми далі будемо рухатись з ними до кінця, оскільки ми одна команда, почали з самого початку і закінчимо разом. Що ми без тебе робили, Ілля? Чи справді? Якби не слова підтримки Іллі, напевне, я б закінчив кар'єру джиу-джитсу, але Ілля підійшов, обняв мене і пригорнув міцно і сказав: Сергій. Це вже було пізніше, і це вже не на камеру треба було говорити, але і сказав, що все буде нормально, і рухаємося далі. Поцілував він мене. Ну, що потім річ. Ні, насправді це все приколи, але Ілюха підійшов після того, заспокоїв, постарався знайти хороші слова підтримки, підбадьорити нас, щоб ми не падали додому. Ну, могло бути і гірше. Могли відірвати коліна, а так то воно на місці, і думаю, день-два і я буду знову боротися. З приводу того, чи вижив Ілля, я думаю, звичайно, бо йому ще боротися скоро. А так то я буду оберігати його, я буду спати тут, а він ось тут. Його ніхто не потурбує. Да, ну і тим більше він у нас хлопчина міцний, багато що може стягнути. Да, от такі в нас жарти. Далее в Львах ТМС. Самый титулованный джитер Украины Ярослав Блажко померится силами с самым возрастным участником турнира Петром Татевасяном. А одноклубники Сергей Федоров и Константин Шутков выяснят, чья мотивация победить окажется сильнее. Львы ТМС. Украинский прайд.